5 месяцев назад, буквально за несколько дней, загнила верхушка у орхидеи. Вот это место, где была обрезана верхушка, и место среза было обработано. И буквально сразу выросла вот эта детка. А сейчас, спустя 5 месяцев, у детки уже растет цветонос. И очень хорошо видно, что это именно цветонос. Обожаю эту орхидею. Все 6 лет, что она у меня, я просто пою ей оды. Она легко, хорошо зацветает, цветет замечательно, очень красивые такие бархатные прям цветы. А в теплые солнечные дни можно еще почувствовать и аромат этой орхидеи. Вот честно, кто догадался, что это у меня за орхидея, напишите, пожалуйста, сейчас в комментариях. Конечно же, это орхидея, моя любимая орхидея Дикий кот. Очень часто я вам говорю, что это просто классика в коллекции. Орхидею, которую я рекомендую всегда иметь в своей коллекции, очень мне нравится. Единственный замечу момент, когда покупаете вот эту орхидею Дикий кот, изначально надо взять крепкое, хорошее растение. Вот это у меня орхидея голландская, куплена уже 6 лет назад. Можно наблюдать за ее ростом, развитием этой орхидеи на канале. У меня есть видео и с распаковкой, и с посадкой. В тот момент я пересаживала орхидею с покупного грунта вот в этот домашний уже грунт. И то, как она цветет, эта орхидея. И вот когда она гнила, появилась детка. Я создам отдельный плейлист. Он так и будет называться «Орхидея Дикий кот». Ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии. Перейдите, посмотрите. Там можно наблюдать за динамикой, за развитием этой орхидеи на протяжении 6 лет. Достаточно часто у меня спрашивают и просят посоветовать удобрения для цветения орхидей. Но вот здесь сработал все-таки комплекс, и я выделила 5 основных моментов, почему эта орхидея достаточно быстро дала цветонос. Первый важный момент, я все-таки не отсоединяла вот эту детку от пенька, хотя такая возможность есть. Смотрите, растет раз корень, уже такой достаточно большой. Второй корень я направила расти в грунт, где-то вместе с вами в видео, кстати, мы вместе это делали. Вот растет этот корень. И с обратной стороны тоже корни, видите, разного размера есть у этой орхидеи. То есть, в принципе, я могу ее отсоединить. Но, как я вам сказала, отсоединять не буду. Будет расти у меня как такая новая верхушка у орхидеи. Конечно, это ускоряет процесс зацветания самой орхидеи. Далее. Изначально это крепкое, хорошее растение. Посмотрите, какая здесь замечательная корневая система, которая питает эту орхидею, следовательно, питает детку. Не надо тратить силы ни на что больше. При благоприятных условиях, видите, орхидея зацветает. Вот сейчас, кстати, увидела еще один вот новый корешок пробивается у этой орхидеи. Это также помогло, то, что орхидея уже через 5 месяцев после спасения ее растит цветонос. Также третий момент я выделила – это взрослое растение. Как бы то ни было, взрослые растения, конечно, цветут и зацветают намного быстрее и намного легче. Обычно взрослое растение, оно цветет 2 раза в год. Там особых стимуляций не надо, танцев с бубнами, они сами хорошо зацветают и имеют большее количество бутонов. Кстати, вот мне интересно, вот этот цветонос сколько даст бутонов? Как детка или как взрослое растение? Следующий момент хочу обратить внимание. Эта орхидея у меня стояла только под искусственным светом. Естественно, света она не получала. На полке в углу этой комнаты. Стоит она под лампой 35 Вт вместе с другими орхидеями. Маленькими детками, реанимашками, то есть тем орхидеям, которым нужно где-то больше внимания. Это теплое, светлое место. И поэтому света она получала где-то 14-15 часов в сутки. А мы знаем с вами, чтобы орхидеи закладывали цветоносы, очень важен свет. Нужно орхидеям давать хорошее освещение. Поэтому я считаю, что это также сыграло свою роль. Что касается полива, как часто меня просят посоветовать удобрения для цветения орхидей. Здесь в полив использовались очень многие препараты. Во-первых, это было комплексное удобрение. Было комплексное удобрение с аминокислотами. Показывала вам это в видео. Также орхидея поливалась янтарной кислотой и опрыскивалась эпином. Кроме того, когда я поливала другие свои орхидеи препаратами для цветения, тот же вот я взяла
монокалий-фосфат, например. Эту орхидею я точно так же поливала. Потому что я вам уже не единожды рассказывала, что на этом препарате хорошо растут не только цветоносы, но и замечательно растут корни. Кстати, вот вам пример, пожалуйста. И цветонос, и корни. Этот препарат тоже у орхидеи минимум раз в 3 недели был. Вот это, конечно, все вместе, вот этих 5 важных условий сыграли свою роль. То, что орхидея и сама развивается, и растет вот такой нам замечательный цветонос. И вот в ближайшее время, так как сейчас растет у орхидеи цветонос, я буду давать орхидеи препараты с достаточно большим содержанием калия. Я взяла как пример показать такое удобрение GrowMo у меня есть. Есть комплексное у меня вот такое удобрение с хорошим количеством калия. Ну и, конечно, непосредственно монокалий-фосфат. Все это я буду давать орхидеи периодически. Ну и, конечно, где-то будут поливы еще идти водой. Но обычно, пока растут цветоносы, я орхидею стараюсь напитать всеми вот этими удобрениями. И азот, и фосфор, и калий дать. Особенно фосфор и калий. Потому что как только распустится у орхидеи хотя бы один бутон, вот видите, вот стоит моя орхидея каменная роза, у нее сейчас распускаются бутоны. Как только у орхидеи распустится хотя бы один бутон, все, больше я орхидеи никакие препараты не даю, поливаю только водой. Я сейчас, конечно, использую еще одно удобрение, проверяю, пока его не рассказываю, не показываю, как будут результаты, тогда расскажу, покажу. Еще один препарат для цветения орхидей. Но пока поливала пару раз. Кстати, вот эта орхидея в последний раз тоже поливалась вот этим новым удобрением. Ну, понятно, что этот цветонос буквально тут за сколько, 7 дней не появился и не был заложен. Это не его результат. Но вот если будут результаты, то еще одно удобрение тогда добавлю к себе в использование и вам обязательно об этом расскажу. Это удобрение GrowMo. Оно американское и продается, мне кажется, во всех странах мира удобно, хорошо купить. Потому что часто я показываю какие-то препараты, и мне пишут, что у вас эти препараты, например, не продаются. Поэтому я сняла отдельное еще видео про разный калий для полива орхидей. Вплоть до того, что можно использовать таблетки из аптеки, точно так же разводить и поливать орхидеи. Орхидеи будут получать больше калия, также хорошо закладывают цветоносы. Ссылочку на это видео про разный калий для орхидей я оставлю в конце этого видео. Тоже переходите, обязательно посмотрите. Так, все, переставила в глубокую емкость, заполняю полностью, получается, у меня орхидея наполовину будет сейчас стоять в растворе этого препарата и оставляю постоять, ну, минут на 15 точно, потому что очень много корней, большой горшок, хотя, с другой стороны, здесь кора достаточно влагоемкая. Орхидея была посажена, посмотреть по старым видео, в каком году в этот грунт, но то, что года 4-3 в этом грунте она растет, в этом горшке, не пересаживаясь, это точно. Вот. Видите, вода она такая с голубым подтоном от удобрения. Все, заполняю и оставляю. Расскажите, пожалуйста, в комментариях про ваш опыт с орхидеями Дикий Кот, потому что я слышу очень разные отзывы. Вот у меня очень положительный, как вы видите, опыт. Мне орхидея нравится, я ее всегда рекомендую, считаю одной из лучших и которая должна была быть в коллекции. Но в то же время слышу много жалоб, что кому-то очень трудно завести именно эту орхидею. Поэтому расскажите, пожалуйста, про свой опыт, поделитесь. Ну а всем желаю хорошего времени суток. Пока-пока!